Он просто встал вот так, и когда судья говорит, что вот выпрями руку, что вот так, он просто говорит, что у меня рука вот так не выпрямляется. Я, конечно же, возмутился, потому что у нас есть правила, и любой спортсмен должен влезать в эти правила. Если ты не влезаешь в эти правила, значит ты не влезаешь в эту категорию или в этот вид спорта. Я допускаю такой вариант, что он не мог бы его выиграть. Наблюдая за Девоном Лоратом, конечно же, видно, что сейчас он в лучшей своей форме. Думаю, изначально, конечно же, Ливан будет посильнее. Лорат, может быть, что-нибудь придумает. Алекс громадный монстр-чемпион. У него не просто сейчас сила на высоком уровне, у него и внутренняя мотивация. Безусловно, Курдечев мощный парень, он удивил очень сильно. Все будет зависеть, я думаю, от психологического состояния головой. Готов он выиграть или нет? Всем привет! Друзья, как-то неожиданно после чемпионата мира многие начали мне писать по поводу моего поединка с Олегом Жохом. И мне самому тоже начали писать, почему ты молчишь, почему ты ничего не прокомментируешь эту ситуацию. Но я на самом деле понимал, что это бессмысленно все это комментировать, потому что чемпионат мира уже позади, ничего не вернуть. Поэтому как-то так считал, что это бессмысленно. Но сейчас по просьбе Руслана я хочу сказать так, что я не скажу, что я мог бы его выиграть или еще что-то. Но я скажу, что я с ним боролся в полную силу и ждал от него то же самое Первый момент, когда вообще нас выставляли, он не выставлялся. Если у кого-то есть прямая трансляция, послушайте там наши разговоры, там же наверняка микрофоны были. Вот. Он просто встал вот так. И когда судья говорит, что вот выпрями руку, что вот так, он просто говорит, что у меня рука вот так не выпрямляется. Я, конечно же, возмутился, потому что у нас есть правила, и любой спортсмен должен влезать в эти правила. Если ты не влезаешь в эти правила, значит ты не влезаешь в эту категорию или в этот вид спорта. Я возмутился, потому что как так, я говорю, я выпрямляюсь до конца, почему он не выпрямляется? Вот это один момент. Второй из моментов, то что люди, которые разбираются в армрестлинге, они должны понимать, я боролся на атаку, я боролся на выигрыш. Соответственно, первое движение сделал я, и кисть ему начинал пробивать, и в этом моменте я не могу понять. То есть сам себе, это надо быть тугодумом, думать, что я сам себе фол сделал во время атаки. То есть я уже атаковал его руку, и зачем делать фол, если я могу продолжить свою атаку? В принципе, вот так. Мне дали фол, не помню, за отрыв был фол или за сход локтя, уже точно не помню, но что-то было из этих. А второй фол, поединок судила Венера Уразгильдиева, и она, получается как, у нас был судейский захват, и получается, то есть я к чему привык, то есть судья вот так держит захват и ready go отпускает руку, понимаете? И мы стартуем после этого. А тут получается как, она выставила захват, она руки убрала резко, получается, и потом ready go. Просто она, когда руки убрала, я среагировал на это, я думал, сейчас старт будет следовать, и я уже настроился на этом моменте стартовать. Вот. А потом она выдержала паузу, и я дернулся, да, это, да, наверное, мой косяк, да, это. Вот второй, да, а так, не знаю, я опять же скажу, что вот вы все смотрели, да, от и до прямую трансляцию, я ему предложил открытый поединок, то есть у него, конечно же, преимущество есть, все мы об этом знаем, но я понимал, что я с ним, захотел открытый поединок, я начал его натягивать, смотрю, он тоже начал меня натягивать, я с ним начал на силу, то есть я хотел просто проверить себя, на самом деле я даже думал, что я его не выиграю, но хотя бы полностью выложиться я хотел на этот поединок.
Я начал его на силу вытягивать, смотрю, как бы он там то скидывает, то рука у него не выпрямляется, то она вот так стоит. Вот, короче, вот такая была ситуация. И я сейчас не знаю, комментировать надо было эту ситуацию, не надо было комментировать эту ситуацию. На мой взгляд, опять же, не стоит это того, но просто реально очень много пишут мне: ребята, почему ты там не комментируешь, почему ты ничего не говоришь. Вот, собственно, мои комментарии. Чемпионат мира, поединок Жол Хакперов. Там вообще я заметил, что по фалам много фаворитов спустились на пару ступенек ниже. Там в каждой категории это происходило. По мне это было необъективное судейство. А так, почему бы и нет? Я допускаю такой вариант, что он и мог бы его выиграть. Напишите в комментариях, друзья, что вы думаете обо всем об этом. А мы продолжаем. По Курдече, что я думаю, будет ли он в финале. Друзья, вот честно, я лично провел с ним несколько дней. И Алекс просто громадный монстр-чемпион. От него веет силище. Будет ли он в финале, сказать сложно. Однозначно, я думаю, что он будет в тройке. Потому что у него не просто сейчас сила на высоком уровне, у него и внутренняя мотивация, вот энергия из него идет. Это просто он на всех распыляет свою энергию, свои эмоции. В том, что действительно он лидер, он чемпион. И он сейчас набрал колоссальную форму. Вот, я думаю, что как минимум он будет в тройке. Вот, но удастся ли ему пройти Виталия, потому что Виталий сейчас тоже Лалетин имеет космическую форму. К сожалению, сейчас не получилось увидеться с ним, когда он приезжал в Москву, но я думаю, к тому моменту, когда наступит финал, Виталий тоже будет готов к финалу и к полуфиналу. Так что будем следить, как сложится сетка. Еще важно понять, Курдеча на каком этапе попадет на кого и кто на кого в следующем этапе. От этого будет зависеть многое. Да, конечно же, я верю, что он может бороться в финале. Все, конечно же, будет зависеть от жеребьевки. Это раз. Второе, да, он физически, я думаю, готов уже бороться. И все будет зависеть, я думаю, от психологического состояния головой. Готов он выиграть или нет. Не, безусловно, Курдеча мощный парень. Он удивил очень сильно. Я, если честно, предполагал, что господин не выиграет прошлый армфайт. Так все думали, а он удивил. Он сломал этот стереотип. Но в финале я его не вижу. Никак я его не вижу в финале. Максимум полуфинал, 3-4 место. Друзья, Девон Ларат и Ливан Сагинашвили подписали контракт, и поединок между ними пройдет уже в июле 2022 года. Мы никак не могли пройти мимо этого события, и спросили наших экспертов, интересен ли будет данный поединок. Поединок Ливан Ларат, я думаю, конечно, это будет интересно. За это взялись, за организацию этого армфайта взялись, и не просто так, я думаю. Аудитория, думаю, будет большая. С интересом посмотрят, да и мне будет интересно. Несмотря на то, что, исход ясен всем. Если там, конечно же, не будет присутствовать фраза «пусть победит сильнейший». А так, по мне победит Ливан, конечно. Ларат Ливан, да, конечно же, поединок будет интересен всем любителям армрестлинга и не только. Думаю, изначально, конечно же, Ливан будет посильнее, и поэтому, если при условии, конечно, что они будут вместе работать, один в Канаде, другой в Грузии, усиленно, то, конечно же, Ларат, думаю, не сможет конкуренцию составить ему никакой, но, может быть, что-нибудь придумает. Нагрузить ему какое-нибудь место, может, в крюк, может, вверхом как-то, может, кисть ему нагрузить, не знаю. Посмотрим, конечно же. Но думаю, что шансов у Ларата будет маловато. Этого поединка уже ждут давно все любители армрестлинга, так как мы все знаем, что Ливан сейчас абсолютный чемпион лиги ПАЛ, турнира ТОП-8.
И он уже давно не боролся ни с кем вне ПАЛ. А Лорат тем временем прошелся по Америке, прошелся даже на выездах по другим спортсменам, вот как каток прошелся. И даже нашего знаменитого и титулованного и всеми любимого американского спортсмена Джона Брзенко он без шансов победил. Поэтому, конечно, сейчас у всех возникает вопрос, кто же сильнее, все-таки Лорат или Ливан. Ну, на мой взгляд, наблюдая за Девоном Лоратом, конечно же, видно, что сейчас он, на мой взгляд, в лучшей своей форме в жизни. Вот. Видно и по массе, и по силовым показателям, и по тому, как он справляется со своими соперниками. Сейчас он просто на своем пике. Вот. Ливан на данный момент тоже мы видим, он выкладывает тренировки, он тоже в хорошей форме. Теперь возникает вопрос, кто же победит, Ливан или Лорат? Ну, на мой взгляд, несмотря на то, что Лорат сейчас находится в своей лучшей форме, все равно на данном этапе я считаю, что победить Ливана он не сможет. Ливан пока это гора, это вершина. Вот. Я думаю, что на одном уровне с Ливаном сейчас мог бы бороться только Денис Цыпленков, если бы он снова начал тренироваться, готовиться. Вот этот поединок был бы действительно интересен всем. Вот. Поэтому желаем, конечно же, Денису здоровья, хорошей реабилитации после болезней. Не знаю, хватит ли у него желания, энергии, чтобы еще раз набрать и выставить форму, но мы этого будем все ждать. Ну, а поединок Ливан против Лората, мне кажется, тут он должен расставить все точки над «и», кто же сильнейший. Вот. Ну, у меня сомнений нет, что Ливан должен одержать победу. Друзья, этот год заканчивается. Несмотря на пандемию, он был насыщен соревнованиями разного уровня. Аркадий, расскажи нам, что нас ждет в следующем году. Ну и, конечно же, пару слов о планах Лиги ПАЛ на следующий год. Ну, конечно же, будет много всего интересного, но, наверное, в этом видео просто обозначу такие крупные события, которые нас ждут, чтобы уже сейчас спортсмены могли настраиваться. Ну, конечно же, после Нового года самое крупное мероприятие весной, которое будет в апреле, это Siberian Power Show, где мы вместе с Игорем поедем организовывать армрестлинг на данном фестивале, одном из лучших фестивалей спортивных в России, силовых видов спорта. И призовой фонд этого мероприятия по армрестлингу будет $10 000. Будет турнирная сетка, будут армфайты, поэтому, друзья, обязательно следите за новостями. Это будет очень интересно. Следующее событие, это будет крупный фестиваль, который уже будем организовывать мы сами, как в прошлом году. Moscow Power Fest. Он будет проходить, скорее всего, конец мая, начало июня. Тоже даты мы вот уже совсем скоро определим. Этот турнир будет проходить совместно. Мы будем его организовывать совместно с корпорацией Синергия. И на нем будут представлены, сейчас на вскидку скажу, около 15 силовых видов спорта. Ну и, конечно же, на главной сцене будет армрестлинг. Следующее мероприятие будет осенью. Это будет уже в сентябре, 10-11 сентября. Это тоже крупный фестиваль, который проходит в Санкт-Петербурге уже во второй раз. Big Peter Sport Show. На этом фестивале тоже мы будем представлять профессиональный армрестлинг на главной сцене. Так что, друзья, готовьтесь, вставляйте сентябрь в свой календарный план. Ну и примерно, я думаю, ноябрь это будет фестиваль SN-Pro, тоже крупнейший российский фестиваль. На нем мы снова будем делать армфайты на главной сцене.
Ну, кроме таких значимых вех, я думаю, еще будут отдельные турниры, которые мы будем проводить. Возможно, опять в клубе Джипси, где мы проводили в последний раз, там очень интересная площадка. Так что следите за новостями. Вот. И еще раз всех поздравляю с наступающими праздниками. И увидимся в новом соревновательном сезоне. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, чтобы все у вас было хорошо, занимайтесь спортом, добра вам и здоровья. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю много здоровья, много счастья. Пусть безудержное желание победить присутствует всегда, и в спорте, и в жизни. Дисциплина в спорте, дисциплина в жизни. Хочу всех поздравить с Новым годом. В наше нелегкое время нам надо сохранить наше здоровье, быть сильными и телом, и головой, и побольше позитива. И думать о хорошем. Скоро вас ждет новый выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравился сюжет. И обязательно поделитесь этим роликом у себя на страничке. Для меня это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан.